Сегодня посмотрим, как украшена Москва не в самых людных местах. Это станция метро Трубная, Цветной бульвар. И вот так у нас здесь на площади. Ой, колокольный звон. Посмотрим поближе. У нас присутствует шар, елка, конечно же. Еще мы должны не забыть, какой год у нас наступает. И вот даже значок метро украшен. Ну вот вышли на площадь. Здесь у нас вот там сверкает и горит центральный рынок украшенный. Очень хороший фудкорт. Там можно и перекусить, погреться. Здесь у нас с этой стороны елка. Ой, с грибами. С медвежатами. Красивая. И вот этот вот шар. Ну и 2024, конечно же. А мы пойдем по бульвару. Вот в ту сторону. К Тверской. Бульвар с подсветкой, но лучше всего его украшают дома, которые тоже подсвечены. Очень красиво. Но это не новогоднее мероприятие, это круглый год так. Ну, красиво. Петровский бульвар закончился. Переходим на следующий. Страстной бульвар встречает нас памятником Высоцкому. Вот он здесь стоит с гитарой. Ну и пересекает, разделяет эти бульвары, конечно же, улица Петровка. Здесь тоже фонари, которые меняют цвет. На Страстном бульваре есть еще памятник Рахманинову. Вот он тут. В полумраке немножечко. А вон там виднеется высотка в виде елки зеленой. Потому что скоро Новый год. Продолжаем изучать Москву дальше. Дошли до Пушкинской площади. Вот это бывший кинотеатр «Россия». Сейчас это театр мюзиклов. И тут все горит и светится. Вот в таком виде зимний фонтан. Ну и арки, конечно же. Кто говорил, что снега нет? Вот, снега полно. Детям на радость. Поворачиваются, девочки. Так. Посмотрим. И вот так это все оформлено. Ой, а площадь кажется прям совсем темной. И, конечно же, на Пушкинской площади наше все. Памятник Пушкину. Смотрят вот туда вот, на ту сторону смотрит, на Тверской бульвар. А там и елочка есть. И вот мы сейчас пересечем Тверскую улицу. А может и не пересечем. Может пойдем по Тверской. И вот эти арки вблизи. Тверской бульвар остался на следующий раз. Там вот такой туннель световой. А мы свернули на Тверскую. А вот она, красавица. Украшена новогодними украшениями в виде бокалов с шампанским. Вон, видите, пузырьки поднимаются в бокале. Пойдем по Тверской. Дошли до Моссовета. Мосгордума у нас теперь это называется. И площадь перед ней. Обычно всегда украшают. Вот посмотрим сейчас. Людей прибавилось. На бульварах, конечно, людей поменьше. Традиционно здесь тоже новогодний базар. Карусель стоит. Ну, в этом году поскромнее немножко. Но, тем не менее, елочки есть. Да. Большая и такие. Прям елочный
садик такой. С игрушками. С шарами, с конфетами. С оленями. С бусами. И вон их там сколько много. Около каждого такого елочного садика есть лавочки, где можно посидеть и отдохнуть. А здесь вот прям похоже, что настоящие, что ли, елки-то. Те не настоящие, те искусственные. Ух ты, какая здесь. Большая. Ну, пойдем посмотрим, что там за базар внутри. Вон там мишка виднеется. Очень красивые игрушки. И миска, и так украшены со вкусом. Ярмарка около Юрия Долгорукова называется «Московская чаепицца». Ой, а тут вот медведь, с ним все фотографируются. Вот как здесь красиво. И на все это смотрит Юрий Долгорукий. А там прям бесконечное количество елочек. Тут с ягодами, с какими-то. И, конечно же, здесь наливают чаек. Ну и музыка здесь. А вот еще мишки. Мишки пользуются популярностью. То есть уголочек для фотосессий. В Новый год надо обязательно прокатиться на карусельке. Взрослых тоже пускают. Это бесплатно. Но только взрослым нельзя садиться. Взрослым можно только стоять. Ну что, едем. Тут можно сфотографироваться с конфетой и подарками. Тут прям елочный лабиринт, в котором можно заблудиться. А там вот мишка очередной сидит. Мишка. Миша, Миша. Что-то грустный, с ним никто не фотографируется. У гармонистов тут есть еще и ряженые. Эпохи Петра Первого. Ну и, конечно же, уже людей прибавилось. Честно, что это за купол такой? Красивый, да, Верушка? Что-то наливают. Чай. Имбирный чай. Пол-лимона называется. А еще здесь есть рождественский напиток с аромом. Ого! Вы знаете, с 16 до 17 только чай бесплатный. А, еще и чай мог быть бесплатным. До 5 часов. Дегустация называется. Так что приходите до 5. Вот еще одна зона. Здесь ходят уже на ходулях богатыри. Ой, как бы не упал, здоровый. Ну и тут тоже елки, базары. Ой, только бы не рухнул. Шашлычки, блинчики, пельмени, ну и все такое. Здесь задекорировали фонтан елкой, естественно. И тоже много лавочек. И вот такой вид. Оттуда мы пришли. Оставляем шумную Тверскую и шумный новогодний базар и перемещаемся по
Столешникову переулку. Переулок дорогих магазинов. Переулок украшен здесь такими стаканчиками, которые тоже создают новогоднее настроение. Народу в разы меньше здесь. Но приятно, тут что-то народу прибавилось. Елочки стоят около магазинов, витрины тоже украшены. Красота. Неожиданно. Куклу-неваляшку перенесли в этот конец Столешникова. И вот мы вышли и по Большой Дмитровке. Идем. А нет, по Петровке. Идем мимо Мариота, Гуччи и прочих брендов в сторону Кузнецкого моста. Петровский пассаж украшен и снаружи, и внутри. При желании можно туда зайти. Там эффект вау. Дорого, богато. А мы идем к елочке. Елка на Камергерском переулке. Сам Камергерский переулок не очень украшен. Ну, там какая-то иллюминация сверху. Ну, всякие кафе, рестораны. Ну и, конечно же, ЦУМ. ЦУМ верен традициями. ЦУМ всегда с красным бантиком. И здесь еще один новогодний базар. Он так и называется, напротив ЦУМа, на Кузнецком мосту. Здесь базара нет, здесь выставка елок. Причем елки обычно здесь тематические. Вот не знаю, как в этом году. Здесь вот такие игрушки с цветами, с белыми и белыми шарами. Это елка с белыми шарами, тоже с цветами, с ленточками. Какая-то свадебная. Июль. Можно отсканировать QR-код и посмотреть, чья это елочка. Здесь вот такая. Ну, то есть елки опять разные. И их можно разглядывать. Ну и, конечно же, фотографироваться рядом с елочкой. Что народ и делает. А эта елочка называется Март. Поэтому теперь сразу стало все понятно. Выставка елок здесь посвящена месяцам. Вот здесь есть ландыши разные, красивые, очень красивые. А эта елочка у нас какой месяц? Ну-ка, кто отгадает? Это елочка сентябрь. А, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вон даже глобус висит. Сова. А4 и все дела. А эта елочка предлагает нам ехать в Сочи. Причем на самолете с Аэрофлотом. Это у нас получается... Какой месяц-то? Это март. Короче, в марте полетим. Красивая тоже. Ну, а здесь с краешку у нас январская елка, сосульки. Ну, прям самая-самая новогодняя. Такая классическая. А это февраль.
весь в красном, потому что в феврале китайский Новый год. Вот они, китайские фонарики здесь. Драконы всякие. Тоже красивая елка. В июне нам предлагают собрать мухоморов, что ли. Ну, короче, вот такой июнь. Почему-то с мухоморами. Ну вот с месяцем. С петухом, с красным. А это главная елка. Она называется декабрь. Праздничная. Она, по-моему, больше всех. И, наверное, самая красивая. Хотя мне апрель больше понравился. Это елка ноябрь. С варежками, которая была. Потому что у нас ноябрь это уже почти зима. А это у нас майская елка, поэтому зеленые ленточки и белые цветы. То есть это яблочные сады у нас. Ну, короче, все цветет и пахнет. Поэтому это май. В ЦУМе внутри тоже Новый год. И елки. Можно там погреться какое-то время. А мы через ЦУМ прошли к Большому театру. Конечно же, Большой театр. Вот отсюда из ЦУМа мы вышли. Большой театр и Щелкунчик. Сейчас там представление начинается. Как раз 7 часов. Огородили. Вот тут такая красная дорожка. И здесь подсветка Театральной площади. Очень культурная в этом году. Убрали разноцветные арки. Вон елочка, поближе подойдем, посмотрим. А здесь светится отель. И есть еще инсталляция около Малого театра. Вот здесь. И вот мы. Здесь свой праздник. Здесь бенгальские огни. Красота. Ну, вот это атмосфера, снег, елки. Супер. Видно, это самое, экскурсовод, скорее всего. Приезжайте к нам в Москву, это называется, на Новый год. В этом году у Большого театра очень положительные елки, такие красивые. Тоже есть места, где посидеть. Сами елочки благородно украшены. Ну, здесь, конечно, народу уже побольше, очень много иностранцев. Для всех, конечно, это вау. И вот подходим к главной елке Большого театра. Вот она какая. Вот она какая. Ой, игрушки-то какие хорошие. Снежинки, ракушки, сосульки. И вот нам везде сообщают, что ГУМу в этом году исполняется 130 лет. ГУМ и так красив, а в этом году, видимо, будет празднично красив. Ну, еще раз посмотрим на Большой театр. Набрались новогоднего настроения. И здесь еще целая елочная аллея. Кстати, елки настоящие. Я оторвала иголочку, понюхала. Надеюсь, что не каждый будет так делать. Там в той стороне светится Лубянская площадь, но сегодня мы туда не пойдем, а идем вот сюда, в сторону Манежной. Еще раз посмотрим на Большой театр. И мы находимся на площади, ну, раньше Карл Маркс называлась, сейчас это улица Охотный ряд. Здесь у нас тоже елка и Карл Маркс.
Вот он. Смотрит на Большой театр. И, наверное, переживает, что у него нет билета на Щелкунчик. А то бы он сходил. Еще раз посмотрим. И углубляемся на ярмарку, которая на площади Революции. Вот здесь. Здесь, конечно же, тоже елки, вы не поверите. Но здесь этот базар круглогодичный. Сейчас его украсили к Новому году. Здесь можно и перекусить, и посмотреть что-нибудь, и мастер-классы какие-нибудь пройти. А еще здесь есть каток. С едой здесь очень хорошо. Прямо-таки очень. Тут вот варят, жарят, парят. И с этой стороны тоже масса всяких кафешек, где можно поесть что-нибудь такого уличного, горячего. Дорогого, конечно, но однозначно вкусного. И все это в елках. Здесь тоже есть карусель, но мы уже сегодня покатались. И из этой ярмарки мы плавно перемещаемся на ярмарку, которая ведет к Манежной площади. Вот тут море огней. И мы идем туда. Вон там уже показался Кремль. Здесь самое главное удержаться от соблазнов. Тут тоже все в елочках. Елки влево. Елки вправо. Сверху накидочка такая. Ну, не забывайте, сегодня суббота, выходной день. Народу, конечно, много, но красиво. Чаи, баранки, крендельки. Закусить и не только. Здесь есть шаурма. Здесь целый магазин винтажных игрушек. Можно купить еще одна карусель. И вон уже видны купола с елками на Манежной площади. И вот здесь несколько таких куполов. В каждом куполе своя елка и свой новогодний базар. И свои программы. Зеленая трава. Мишки в витринах, лошадки. И вот мы под этим куполом, под голубым. Тут все такое светлое. А по сторонам все съедобное. А там сцена в том куполе. Там желтый купол. Игрушки. Переходим в другой купол, а здесь Дед Мороз такой белый и Снегурка. И здесь сцена, за ней концерт какой-то. И тоже, это, по-моему, самая большая елка. Но настроение уже очень новогоднее. Ходит цыганка, может погадать. Всякие прочие другие ряженые. Здесь еще одна карусель детская. Вот мы вышли из этого купола. И еще один купол. Здесь вот такая елка. С голубеньким украшена. У нас одинаковые. Пленка закрывает половину.
елочки со снегом, пока с искусственным, но это недолго. Снег обещают на Новый год. Очень красивая елка, красивые игрушки. Ну и как вот в таком месте не попробовать чего-нибудь. Это креветочки во фритюре, а это глинтвейн с алкоголем. Потому что мы много гуляли.